El explorador del canal Tim Morozov en esta ocasión se adentra a un pantano el cual se dice que estaría habitado por un espíritu maligno. Entonces, decidido averiguar qué sucede en este lugar, decide pasar la noche para documentar el tipo de actividad que ocurre aquí. Привет, друзья! Сегодня я приехал в одно из интереснейших мест. Когда-то давно было совершено убийство. Мужчина убил девушку и решил избавиться от тела, чтобы скрыть преступление. К телу он привязал мешок с камнями и утопил в болоте. В болоте, возле которого я сейчас нахожусь. Но, как он впоследствии рассказывал, он не смог это сохранить в тайне. Каждую ночь ему снилась эта девушка, точнее, ее гниющее, разлагающее тело. Убийца, мужчина, рассказывал, что утром у него появлялись мокрые следы в его квартире. Он не смог выдержать всего этого, признался полиции, все рассказал. Впоследствии говорят, что в тюрьме он сошел с ума и умер странной смертью. Странность заключалась в том, что он захлебнулся у себя в кровати. В его легких нашли много воды. С тех пор, друзья, люди говорят, что это болото проклято. Люди слышат крики, видят темные силуэты. А самое странное, что случилось после преступления, что здесь погибло уже 2 человека, а именно 2 мужчин. Местные говорят, что здесь бродит призрак черной утопленницы. Говорят, что якобы она зазывает мужчин в болото, а после тянет их на самое дно. Я приехал сюда на некоторое время, чтобы разобраться в этой ситуации. Después de esto, Tim decide instalar su equipo de investigación en el pantano, como su walkie-talkie, además de su radio y su medidor electromagnético, para poder contactarse con la entidad. Сейчас собираюсь установить рацию, чтобы ночью попробовать наладить контакт. И не только рацию. Также я ложу сюда радионяню. Она будет передавать звуковой сигнал, если таковой будет, от этого прибора. Это электромагнитный измеритель. Если появятся магнитные волны, он мне так настроен, что издаст звук. Вот. Радионяня этот звук передаст мне в палатку. Теперь главное аккуратно отплыть и не задеть приборы, чтобы они не выпали. En el transcurso de las horas, después de probar los equipos, decide darse una siesta, hasta que llega la noche y de pronto algo se capta en la cámara termográfica, por lo que Tim decide salir a investigar. Atentos. Что-то есть возле рации. Тепловизор направление немного не туда. Так, радио надо отключить, она мешает работать. Дух этого болота, ты меня слышишь? Если меня кто-нибудь слышит, духи на этом болоте, вы можете ответить мне? Черт! Что сейчас было? Как будто бы рядом что-то булькает. Брызги. Нужно включить свет.
Снова какой-то вой. Вой сейчас на болоте был. Друзья, довольно-таки странно. Как только я подхожу к болоту, ничего не слышно. Ни сигнала электромагнитника, ni звуков, ni брызгов. Después de esto, Jun retorna a la carpa, ya que no logra escuchar nada, hasta que algo muy extraño comienza a suceder. Дух этого болота. Ты мне можешь ответить? Черт. Вы сейчас видели? Черт. Сейчас что-то. То ли прошло, то ли прилетело. Даже не знаю. От всего этого разболелась голова. Стало как-то не по себе. Я бы даже сказал. Стало страшно. Словно какая-то паническая атака сейчас, я не знаю. И странная такая мысль. Какое-то желание пойти спрятаться в болото. Прям чувствуется какая-то давящая атмосфера. Ты можешь поговорить со мной? Черт. Оно здесь. Оно словно смотрит на меня. Как будто бы знает, что я его вижу. Будто бы знает, что я за ней наблюдаю. Как я могу помочь тебе? Хорошо. Я помогу тебе. Tim empieza a sentirse mal mientras trata de comunicarse con el espíritu del pantano, que finalmente le responde pidiéndole ayuda. Obviamente, esto no parecía ser nada seguro, pero Morozov decide arriesgarse e ir a investigar. Снова день прошла. Она прошла на тепловизоре теперь. Вой. Очень жуткий вой. Я не думаю, что что-то доброе может издавать такой звук. Друзья, мне сейчас очень жутко от ее голоса, но я так подумал, что нужно выяснить все до конца. Сейчас я сяду в лодку и попробую доплыть до середины болота. Ну, по крайней мере, там, где у меня установлены приборы. Сейчас, друзья, главное постараться найти, где я оставил прибор. К сожалению, я не оставил никакого света. Придется искать с помощью фонариков только. Больше всего я боюсь того, что говорят, что это существо утаскивало людей в болото. И я боюсь, что оно может как-то перевернуть лодку или сдуть ее, и я в итоге окажусь в воде. Такие мысли очень сильно пугают.
Сейчас прибор не раздает звуков, значит, этой сущности рядом нет. Я сейчас не ослышался. Я будто бы слышал. Оно сказала: иди в воду. Оно точно хочет меня утопить, как и этих людей. Я не пойду в воду. Как я смогу тебе помочь в воде? Я не пойду в воду. Я знаю, что ты демон. Черт. Черт. Прибор. Вы слышите? Оно где-то здесь. Очень близко. Черт. Черт. Блин, что лодку ударило? Сейчас. Черт возьми. Черт. Твою мать. Черт. Черт. Твою мать. Что происходит? Оно вот это возле лодки. Оно шатает лодку. Черт. Algo aterrador emerge de las aguas del pantano. Tim se aleja inmediatamente de allí y vuelve a la carpa para monitorear las cámaras, cuando algo captó su atención nuevamente. Все так быстро произошло. Как я понимаю, оно хотело напасть на меня, но лодка не дала мне это сделать. В эту воду лучше не вставать. И еще, возможно, я еще не проверял, может, мне показалось момент страха. Но я увидел, по-моему, череп с волосами, и он начал двигаться. Оно сказала: помоги мне, прошу тебя. Я знаю, что ты демон, и помощь тебе не нужна. Она молчит. Такая странная, пугающая тишина. Сработал прибор. Он у меня сейчас лежит в лодке.
Ударил тепловизор.